хочу маму свою сравнить с солнцем. Это солнце дало мне жизнь. Оно давало мне рост, и питание, и сил. Мое солнце, моя мама, оно освещало мой жизненный путь. Когда я была ребенком, я помню, я столько всего боялась. А мама мне помогала преодолевать страхи. Хотя я знала, что она много чего боялась, но шла, несмотря на то, что и страшно. Я помню, когда она шла на работу, вставала очень рано, в 4:30, и там много всяких собак бегало, и она брала палку и шла. Вот, она боялась, ей было страшно, она брала эту палку и шла. А потом положит в конце улицы, возвращается и за эту палку и снова идет с ней. Фраза, которую я запомнила и которая очень мне дороги, она говорила: ничего не бойся, надо дорожить каждой минутой, наводи порядок, и все найдется. И учите Писание наизусть. Во времена дефицита мама так хотела нам такие красивые платья пошить, и она где-то договорилась с людьми, и находила материалы, и шила на машинке нам такие красивые платья сама. И она всегда где-то что-то находила, говорит: у меня 3 дочки, вот помогите мне. И как-то так умудрялась все это сделать красиво и хорошо. И это солнце, оно закатилось. Вот как летом оно уходит и оставляет долго-долго тепло. Вот это солнце, оно ушло. Но я знаю, что наступит день, когда это солнце снова взойдет, и мы с ней будем уже неразлучны. Хочу сказать всем большое спасибо, кто помогал нам с мамой в последнее время, когда было так тяжело. Столько было трудностей, но Бог так помогал, давал нам хороших таких людей на нашем жизненном пути. Вика, которая приходила к моим родителям помогать, Наташа, наша двоюродная сестра, которая приехала. И столько всех добрых людей, столько молитв, и столько хороших слов, и соболезнования, и все, каждое слово доброе, которое вы сказали, и все, что вы сделали доброе, это очень и очень много значит. Я вам всем благодарна. Спасибо. Да, когда мама умерла, и Алла написала в семейном чате: закатилось наше солнышко. Но солнышко, знаете, оно закатывается, но не навсегда. Да, после каждого вечера бывает утро. Я 4-й ребенок у родителей. Кто меня не знает, меня зовут Таня. Я благодарна всем, кто пришел на это место, чтобы побыть с нами и вспомнить нашу маму. Очень трудно терять родителей в любом возрасте. Мама никогда не умирает, просто рядом быть перестает. Иногда пытаюсь себе представить, будто просто далеко живет. Будто можно написать ей письма, рассказать, как я люблю рассвет. Только ждать ответ, увы, бессмысленно, там, где мама, писем больше нет. Мама никогда не умирает, просто рядом быть перестает. Ангелом тебя сопровождает, а любовь ее всегда живет. Мамочка для меня была не только моей мамой, но она была моей близкой подружкой. Солнышком пути. Она всегда любила, молилась, благословляла нас. Она научила нас петь, славить Бога, молиться. И она всегда говорила вот такую фразу: поступайте так с людьми, как бы вы хотели, чтобы люди поступали с вами. Мамочка была очень милой, доброй, красивой, мудрой, сильной и стильной. Она всегда любила одеться.
И вот ей, если что-то захочется, какой-то новый наряд, она всегда мне звонит. Поехали по магазинам. Даже вот она узнавала, и когда мы бывали в Чикаго или где, не забудь мне самое красивое платье купить. И шляпочку. Она любила одевать шляпу. И когда мы вот были маленькими детьми, Алла и я, у нас 2 года разница. И она всегда вот как-то пыталась нас найти вот какой-то материал, пошить самые красивые платья, и гордилась этим, и любила нас. И она гордилась нашими успехами и поддерживала в неудачах. Она очень любила Бога, семью, детей, церковь, внуков, соседей. У нее никогда не было врагов. Она вот как-то со всеми находила общий язык. Она была очень преданной, жизнерадостной, любимой. В общем, я бы сказала, с большой буквы человек. Я очень ценю и вспоминаю эти времена, когда мы с ней, наверное, дня не проходило, чтобы мы с ней не разговаривали. Если не так глаз на глаз, то по телефону это минимум 1,5 часа, но когда она еще более-менее была здоровая. Но последние полгода это было не по телефону, но даже когда она не могла говорить, она все время вот как-то глазами следила. Даже в госпитале уже темно и поздно, и она вроде бы как спит, и я пытаюсь уйти, и только вот шаг шагну, и она сразу открывает глаза, как бы, куда ты идешь, то есть останься со мной. Мамочка, моя любовь к тебе будет храниться в сердце вечно. Я верю, что ты будешь любить в ответ. Я чувствую твое присутствие всегда. Увидимся в небе, родная. Любимая, ты не скучай без нас. Придет Господь, нас вместе соберет. Нам очень грустно без тебя сейчас. Ты слышишь? Ангел тихо так поет. Мы встретимся. Там, за земной чертой, живет твой образ в памяти храня. Я верю, обещал мне Бог Святой. Мы встретимся, любимая моя. Спасибо детям. То, что Таня говорила о том, что она любила одевать детей своих, но вначале, когда мы вступали в брак, и не было в то время свадебных платьев, нигде она не могла купить, то мне пришлось ездить по городам, когда не было белой материи. Только в деревне в одной я нашел эту белый материал, и она шила себе свадебное платье. И потом она очень заботилась о том, чтобы дети умели играть. Она отдавала в музыкальную школу Веру, а потом договаривалась за Петю. Вера играла, училась на скрипке играть, а потом Петя учился играть на баяне. Так что у нас была музыка в доме, и нам было с нею очень хорошо. Мы Петю так и не могли заставить сегодня сыграть. Апостол Павел пишет тоже из тюрьмы, и когда он не знал, будет он жить или нет, он писал так. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плодному делу, то я не знаю, что выбрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Он пишет, что жизнь Христос и смерть приобретение. Смерть приобретение. То есть не теряет человек
от смерти, а приобретает. Он говорит быть со Христом. Он называет смерть это быть со Христом. И он говорит, что это несравненно лучше. Сейчас давайте дадим слово зятьям, один из которых я. А Валера, Витя, если вы хотите что-то сказать, пожалуйста. Валера первый, а потом я. Валера, скажешь что? Окей, Витя. Старшинству. Я младший, получается. Я хочу прочитать текст Писания. Это 91-й Псалом, последние 3 стиха с 14-го. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Я что хочу сказать, меня Господь благословил не только очень хорошей, доброй, добродетельной женой, но и со всей ее семьей. Вот Виктор Григорьевич, всегда можно позвонить, если есть какой-то вопрос или нужда, он помолится. А теща тоже очень хорошая была у меня. Я тоже, когда еду, бывает, позвоню, и мы можем свободно час беседовать по телефону. Она была очень общительная такая, умела направить разговор в нужное русло, издалека так зайти и привести to the point. Вот, поэтому слава Богу, благодарю. Спасибо. Ну, я так говорю много, но просто одно скажу, что мне нравилось. Мария говорила мне, что она была серьезным человеком и очень, таким, жившим по-серьезному. Но в то же время она не чуралась юмора, и она могла пошутить. И, то есть, для меня, я считаю, что человек, который не стесняется пошутить, это признак здорового человека. Но еще то, что здоровый человек, душевный или духовно здоровый, он когда шутит, он никого не обижает. И вот ее юмор был такой. Она никого никогда не подкалывала, не обижала. Она... может быть, вы сталкивались в ее речи, у нее был такой немножечко свой диалект, какие-то слова, которые я никогда не слышал до этого. Некоторые из них Алла помнит. Если, может быть, Алла когда-то скажет несколько слов, мне трудно шугукать, всякие такие слова. И очень много какие-то слова такие. И мы стали потом изучать, оказалось, что мы нашли их в словаре краснодарских туда вот каких-то казаков. То есть я не знаю, может, у нее родственники откуда-то среди каких-то казаков вот этих вот донских, не донских, я не знаю, каких-то таких, не запорожских, нет. Вот. Или как раз эти казаки, это потомки тех, от кого и она произошла, потому что их туда переселяли. Вот. Но это бывало, что так просто какие-то слова раз употребили в шутку. Что-то по латыни знала несколько слов, могла что-то там quantum satis сказать, что-то такое. Ну такая, то есть у нее такой был легкий, приятный юмор. И она улыбалась, и она смеялась. Это очень здорово. Она запомнилась мне как вот такой человек. Как на работу поступать? За application, как ты подавала, потом она начала Да. Когда я приехал в Америку, эта жена устроила меня на первую работу. То есть я приехал и не мог нигде устроиться, потому что у меня было образование оттуда, но здесь я же никого не знал, референс, ничего не было, и уже там месяц, второй, третий, я не могу ничего найти, никто меня не принимает, потому что по-английски не могу толком сказать ничего еще, и люди такие раз и шарахались. Вот, так моя теща меня устроила. Она с какой-то другой бабкой, раз, по телефону, она говорит, ой, что? Она говорит, ой, у меня зять не может работу найти. Она такая, ой, что вы, у меня сын миллиардер. Я сейчас ему позвоню. В общем, она позвонила этому сыну, а он вообще строительством занимался.
И он как-то где-то сказал, я знаю там человека, он там компьютеры собирает. И все, и позвонил тому, а тот говорит, ты что, можешь собрать компьютер? Я говорю, да, могу. В общем, поехал туда и стал там работать, а там уже я оттуда уже нашел какую-то другую работу, уже по специальности, по программированию. И я тогда разговаривал с оунером этой компании, который собирал, он говорит, я вообще-то с улицы людей не беру, только по рекомендации, потому что у меня здесь все, мне надо, чтобы человек был проверенный, мне за тебя такой большой человек сказал. Так что он тебя знает, значит, а я его до сих пор в глаза не видел этого человека. А вот родственники сидят этого А, да? человека. Ну, Да, спасибо. первники. Так вот было. Хорошо. Сейчас время внуков, и если... нет, подождите. Наташа, хочешь что-то сказать? Нет? Да, нет? Тогда время внуков. Внуки, пожалуйста, speak whatever language you're comfortable with, and we'll... Okay. Thank you everyone for coming. I'm going to try to keep it together. My grandma, Babushka, was very wise. She was very... She was very kind. She was very well spoken, very caring and loving and friendly. And I know that she loved us very much. Sorry. It gives me peace to know that she's in a better place and that she's no longer in pain. But it's never enough time with the people that you love, so it's hard. I know that she won't physically be here anymore, but I know that she'll continue to lead me and watch over me in some shape, way, or form, and that brings me a lot of peace. I'm grateful for all the time spent with her. I'll forever cherish those times and remind myself of her kind spirit and her wise words of advice. She gave me a lot of advice about marriage and just life in general, so I'll always hold that close to my heart. I read a quote that I wanted to share. Those we love never truly leave us. There are things that death cannot touch. Like a lot of people said, she had a great sense of style. She was a fashionista. I love that about her. She was also a foodie. She loved food. So I loved her and love her so much and hope that she is proud of me and proud of the person that I am. I'm grateful that she lived a very long, fulfilling life and had a good family, had all of us. I will forever miss her and her presence. But I know that I'll see her again one day. What we have once enjoyed, we can never lose. All that we deeply love becomes a part of us. It's another quote that I found that stuck with me. And until I see her again, ja ciebie lubię, babушка. Hello everyone, my name is Mark. I want to thank all of you for coming out and celebrating my grandma's life. I just want to tell two quick stories. First off, as we all know, my grandma was a diabetic, so she had a glucose monitor all the time. And my mom told me this story. One night it started going off. Grandpa went in to check on her, and looked. The sugar is high. Why? We didn't know. But of course in the morning, we did some, Grandpa looked around and there was just a bunch of candy wrappers hidden. So it's always important to enjoy the little things in life. So whenever we eat today, just make sure to get some extra dessert. That's what you want. Another story, whenever I first got into pharmacy school, I was talking to her and it's like, it's 7 years, Grandma. It's so long. I don't know if I'm going to be able to do it. And every time she would say, oh, это чепуха. And then after a semester, and it's like, well, how much more do you have? And I said, 6.5 years still.
And again, oh, I thought you go fine. And then the years went by, and all the time she was saying, you know, you're almost done, and I graduated. She was at my graduation. You know, I'll always remember her for loving all of her kids, all of her grandkids, and she still had love left over to give out to everyone. Вадим, Quick story of what Grandma was like. She wasn't able to fly. This was about 5 years ago. And we were all going to Florida for vacation. I, for some reason, had finals or work, so I volunteered to fly with her. Met her at the airport. Was a little bit stressed out, you know. She was a little sick. You know, she had to take care of her sugars, and was kind of nervous, you know, make sure everything went smoothly. So there I am waiting for the flight, and plane comes. We sit down, and she immediately introducing herself to everyone, introducing me to them. We knew everyone's names. She was the loudest one on the plane. Everyone heard her. So that's her charismatic, outgoing self. Always happy, always smiling. So I think that's what she's doing right now. She's talking to everyone around and saying, "Those are my kids. Those are my grandkids." It's grateful for you. Okay, we were going in order of seniority until I interrupted it. So I'm just going to share 3 things about Grandma, although we can all share a bunch. First off, like we mentioned, her love for fashion. Anytime we went to like youth conferences, I remember her coming up to me and Tanya, and she would always say, "Линочка, надо хорошее платье купить, надо, чтобы красиво выглядеть." So that was, I took that advice most times. And the second thing is she was always very kind and sociable. So at my high school graduation, we went to Pasta House afterwards. And even though she knew very little English, she still was super kind and still tried to interact with people. And I remember her just grabbing the server's hand and looking him straight in the face and saying, "Thank you very much," and just like encouraging him. She was like, "You did so good job," and just like, yeah, language barrier was not a thing when it came to encouragement with her. And the last thing, the most important thing, is her strong faith. She would always write out verses just over and over and over again, and that's how she memorized them. And she always prayed for us. And she wrote us birthday cards every year. And every year she would put a little bit of, well, her and Grandpa would put a little bit of money in there. So like, if you were turning 11 years old, you were getting $11. 20, $20. So it was exciting to get older, because we got richer. And I think all of us can say we see a little bit of ourselves, or a little bit of her in ourselves. So I just pray that we remember all of that. For example, for me, I think her favorite fruit was raspberries, because she would eat them all the time, and that's my favorite. So I'm like, hey, look, there's a little piece of Grandma. But all in all, I think I'll just remember her, how her faith got her through everything. Like, even now, hearing stories about her, I didn't know how tough she had it. Like, I knew, a little bit, but you could never tell by her. She was always very happy, very joyful. And that's an encouragement to me. It's like, I can always choose joy, like Grandma did. So I
I just wanted to say, in our family, we haven't really lost anybody yet. We haven't lost anybody yet. We have a big family, and we've been very blessed, but Grandma's been the first to pass recently, as we're all adults. Okay. So she passed on the 28th, or I'm sorry, the 29th. And I got a weird, we're all Christians here. We're sitting in a church, and you always have God looking at you. But on the 30th, I felt like I had somebody else over my shoulder a little bit. Anybody else have that feeling? So I was I thought that was interesting. Daniel and I visited Grandma in the hospital when she couldn't talk anymore. But we just sat and talked about stories. And every once in a while she'd wake up, and every once in a while it seemed like she knew what we were talking about, and she'd smile. But when she still could talk, and I could tell she was getting weak, she used to ask questions like, how is, как дела, как жизнь, как всё. And then she started asking, как любовь, because that's what she wants all of her grandkids to have, is a life fulfilled like hers. Yeah, thank you everyone for coming. It is so good to be with everyone. I think I have just general memories with her. I always loved, every time I would see her, she would always be smiling, always be happy. She would always ask how you were doing, how your relationship with God is, how your faith is, how just about any part of your life. I mean, and she loved flowers. I remember her always having flowers. And she loved roses and everything. I think that's kind of why I wanted to wear a dress with flowers. It just felt so good to have that kind of memory of her. She always made food and always asked. Anytime I saw her, she was like, do you want to eat anything? I made this and that. She'd have always. I just, also like a random memory I had was, Mom asked her once, she was like, can Tanya get married or whatnot? And she was like, немножко рановато. I don't know. But then later on, when we were visiting her in the hospital, I would always talk to her and I'd say, hey Grandma, I'm engaged, like I can't wait to have you at our wedding, and I would like tell her details, and anytime I would talk about it, she would like look, she'd make eye contact with me, and she would be so happy, like you could tell by the look on her face. So it's like, of course I would have loved for her to be there at our wedding, but I'm just so glad that she knew about it, that she saw it, that we were able to tell her that we got engaged, and she'll definitely be there watching over seeing the wedding. But I'm just so glad that she was always so full of love and jokes and food, and I don't even know, so many things. I love her. I love all the memories we were able to have together. So thankful for her. Младшие внуки, пожалуйста. Я называю младшие, а не видите, какие выше меня. It's good to see a lot of people here. I'm the youngest of the oldest. My earliest memories with Grandma was her smile. Tanya already said that. Anywhere we went, any family gathering, she would smile at me, I would look away. I got nervous, I got intimidated, but in my heart, it warmed my heart, seeing her smile. I'll tell a story. I told this one time, I think at a Thanksgiving, but one time I was at their old house,
I don't know what I was doing there. I think my parents just dropped me off and got sick of me. But I was at their old house, it was just us three. And I got bored. And I was walking around their jungle of a garden in their backyard. Just looking at all those cucumbers and tomatoes, and I'm like, wow, it's a lot of food. And I decided it would be a good idea to cross or jump the fence, climb over there, and go to no man's land, see what's over there. There was a kid there, I didn't really know him, but he had a dog who didn't like me. So this dog was running at me full speed, and I jumped the fence. I don't know how I jumped the fence. I don't know how old I was. I was young and dumb. And so I jumped the fence. I heard this dog barking behind me, and I was so scared, and I ran up the porch, and there was a grandma, and I think grandpa was there too, with their arms open, and I was crying. I was so sad. I was so scared and afraid during that time. And so she sent me down, and I'm still crying. I'm scared, and she makes me a bowl of borscht. I was still crying, and I was salting that bowl of borscht with my tears. That was the best bowl of borscht I've ever had in my life. Her arms were always open. Grandma and Grandpa are a gift from God. And then came 5 more gifts. And then came 9 or 10, I don't know. So, imagine what's after the 9 and 10. 20, 30, I don't know. One thing that we need to do is keep passing on gifts. Be there for each other, for family. Thank you. All right. As you guys have been seeing, there's a repeating theme going on about grandma. And I just want to add on to that. There's a lot of stories, and when I start to think about them, I kind of lose myself in the stories. And I always remember more about their older house and just being there. I remember anytime I would be hungry, obviously she would feed me up. I remember that even now I still love candy, but then I think I loved it even more. And she kind of noticed that, and I really loved like anything really. And I remember there was this room in the old house. There's just this giant bed with this giant teddy bear. What was it? Teddy bear? I can't even remember. And there was this like mysterious drawer of things. And she had this like blue cookie container that when you would open it up, it always had like sewing tools, but this time it was not sewing tools. And I was really shocked because, man, I wanted some cookies. She was opening that thing. I was like, bro, she's gonna get me to sew. And that's the first time in my life that I've seen one of those jars actually have cookies in them. Man, I remember a couple times sleeping over at the old house, and it was just, my memory's kind of bad when I was little, but I feel the warmth and kind of, I just feel the memories, and I think that's what I've got kind of from that time. I remember just any family gatherings at their house, just having a good time, and just Grandma and Grandpa are amazing. Thank you. В общем, «Мой в небе край родной» — это одна из тех песен, которые она любила. «Мой в небе край родной, мой в небе дом». Да? Сможете включить? Да? Давай.
Евангелие от Иоанна, 11 глава. Когда Марта сказала Иисусу: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, все, что Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет. Воскресенье, последний день». Иисус сказал ей: «Я воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». Первое послание Иоанна, 5 глава. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы познали Бога истинного. И мы в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». И наша надежда на жизнь вечную, на жизнь в Иисусе, мы не прощаемся, мы просто говорим до встречи. Сейчас время уже кушать. Давайте, как это организовать? Все готово. Просто все, будем кушать. Пожалуйста. Наверное, помолиться, да, перед? Я вначале помолился, но, конечно, мы еще раз помолимся. Благодарность вот семье, вот как-то вот через эти все истории, да, мы тоже приблизились к вам, как-то частью стали на вашей семьи. Вот благодаря Марии Гавриловне, видите, как она вот сблизила нас всех. Так что мы очень благодарны, рады за это. Я думаю, еще будет много времени тоже поговорить, порассуждать, вспомнить. Мы помолимся. Я думаю, можно можем сзади начинать, да, и проходить вперед или спереди. Наверное, спереди, семья спереди, наверное, лучше спереди, а мы сзади подождем. Давайте встанем все вместе, поблагодарим Господа за вот это утешение, которое Он нам дает, и просим благословения на пищу. Помолимся вместе. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за жизнь Марии Гавриловны и за это общение, за вот мы можем приблизиться друг к другу, к Тебе, Господь, через эти истории. Мы благодарны Тебе за эту жизнь прожитую, Господь. Мы просим Тебя, Ты укрепи и Виктора Григорьевича, Господь, и детей всех, чтобы утешить, Господь, чтобы они могли вот всегда положить свое упование на Тебя, зная, что Ты